Дорогие друзья, рада приветствовать вас на моем канале. И в этом видео хочу вам показать один из способов бюджетного и быстрого декора из рисовой бумаги. Для этого я беру рисовую бумагу, покупала ее в обычном магазине, хотя можно приобрести и в кондитерском. В среднем мне понадобится где-то 3-4 листа. И теперь я буду вырезать произвольные лепестки. Я даже не использую трафарет, все делаю на глаз. Даже если бумага крошится, просто аккуратненько обрезаете лишнее и делаете лепестки разных размеров. У меня большой двухъярусный торт, поэтому и лепестки у меня будут большими. Самый большой лепесток 18 сантиметров и самый маленький около 10. Далее мне нужно подготовить материал, на котором будут сушиться лепестки. Лучше всего для этого подходит фольга, потому что ей можно придать различные волнушки, зажимы, выгнуть в разные стороны, и лепесток примет эту форму. Вы можете использовать обычную домашнюю фольгу, фольгу из шоколадок, либо же, если совсем нету фольги, воспользуйтесь пергаментной бумагой. На этом подготовка окончена, и теперь мне нужно будет окрасить лепестки. Для этого я использую обычную воду и добавляю туда капельку красителя. Конечно же, если вам нужен другой цвет, либо поинтенсивнее, это вы уже решаете сами. Мне нужны были нежно-розовые лепестки, поэтому я добавила, буквально самую капельку. Теперь аккуратно раскладываю влажную рисовую бумагу на подготовленную фольгу и придаю нужную форму. Обязательно хвостик внизу я зажимаю в такой жгутик, закручиваю и плотно прижимаю. В итоге, когда он засохнет, можно будет хорошо втыкать его в торт. То же самое я проделываю со всеми оставшимися лепестками. Сначала прохожусь кисточкой с одной стороны, затем с другой стороны. И смотрите на рисовую бумагу. Если она уже хорошо так намокла, вот тогда и разлаживайте. Иногда бывает, что нужно промазать еще раз с двух сторон. Все листочки я уже разложила, и теперь отправлю их в духовку подсушиться. Температура у меня самая минимальная. То есть, когда я включаю температуру, как только загорелась лампочка, все, на этом я останавливаюсь. Такая же температура подходит и для расстойки теста. Иногда заглядывайте в духовку и проверяйте, подсушились лепестки или нет. Готовые подсушенные лепестки хорошо отстают от фольги, либо от пергамента, не липнут к рукам, и они чувствуются полностью сухими и хорошо держат свою форму. Теперь я буду распределять лепестки на торте. И здесь еще такой нюанс. Я не охлаждала торт до тех пор, пока ганаш застынет полностью. К нему еще можно приклеить лепестки. Потому что если хорошо охладить торт и ганаш затвердеет, тогда вам придется наносить крем отдельно на лепестки и потом уже приклеивать к торту. Распределяю лепестки я на свое усмотрение. Сначала просто приставляю, и если мне нравится, как будет смотреться, тогда уже конкретно приклеиваю к торту, к поверхности. Чем мне еще нравится данный вид декора, это тем, что я здесь не использую ни деревянные шпажки, ни проволоку, ни тейп-ленту, ничего. То есть вот рисовая бумага, она подсушена, и из нее можно сделать очень такую красивую воздушную композицию. Иногда я добавляю немножко крема, чтобы приклеить какие-то небольшие кусочки. Допустим, мне нужны совсем мелкие кусочки для заполнения пространства. Я просто отламываю от лепестка нужный мне кусочек и приклеиваю. Конечно же, всякие бывают ситуации, и бывает, что торт полностью охладился, и ганаш застыл. Можно и к такому торту приклеить декор. Но все же опыт показывает, что лучше это делать, когда ганаш еще не совсем застыл. Кстати, эти рисовые лепестки абсолютно не размокают в торте. Вот они приклеились, и все, и так они себя и ведут.
Я сделала этот тортик, он ночь простоял в холодильнике, весь декор остался на месте, нигде ничего не потеряло свою форму, не выпало, где-то не сплыло куда-то. То есть это, ну, шикарный декор на самом деле. Он очень стоящий. Теперь, чтобы добавить таких переливающихся оттенков и придать более такой шикарный вид торту, я промазываю лепестки кондурином. Но я использую кондурин не высокой плотности, а как бы можно сказать средней. То есть это и не блестки, и не кондурин высокой плотности. Он хорошо распределяется и придает такое легкое сияние. Перед тем, как наносить кондурин, закройте подложку бумажным полотенцем, потому что потом довольно-таки сложно убрать кондурин из подложки, ну, либо же это можно сделать с помощью водки. В итоге получился очень красивый такой воздушный тортик в минимальном оформлении. Обязательно попробуйте сделать этот декор, я думаю, он вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!